Привет! Сегодня мы погрузимся в теорию тестирования программного обеспечения и поговорим об артефактах тестирования. Эти документы и объекты, соответственно, являются неотъемлемой частью процесса тестирования и помогают команде разработчиков и тестировщиков создавать качественные продукты. Давай разберемся, что это такое и как они используются. Начнем с вопроса, что же такое артефакты тестирования. Артефакты тестирования – это документы или объекты, которые создаются в процессе тестирования программного обеспечения. Они служат для различных задач, то есть это управление, планирование, выполнение и, соответственно, отчетности тестов. Каждый из них выполняет свою специфическую функцию в процессе тестирования. Начнем с самого первого и зачастую самого большого – это тест-план. Тест-план или тестовый план – это высокоуровневый документ, который определяет стратегию и подход к тестированию. То есть он описывает нам цели, объекты, предполагаемое использование тестирования, а также подробное описание тестовых сценариев и, соответственно, процедур. Примеры тест-плана можно очень легко найти в интернете, так как они огромные и в основном описывают абсолютно всю стратегию тестирования. Следующий артефакт – это тест-кейс. Тест-кейсы – это документы, которые описывают шаги выполнения теста, условия и ожидаемые результаты. То есть они помогают убедиться, что все работает должным образом. Пример тест-кейса ты можешь видеть на экране. Как пример, я предоставил здесь перевод средств между своими счетами. Здесь видно, что у тест-кейса есть идентификатор тест-кейса, то есть TC001, его предусловие, то есть что нужно сделать, чтобы этот тест-кейс можно было выполнить. Предусловие – это пользователь авторизован и у него есть два счета с положительным балансом. Соответственно, шаги, которые нужно выполнить в рамках этого тест-кейса. То есть это банально открыть переводы, нажать на кнопку «Перевести между счетами», указать счет отправителя и, соответственно, если нам нужно, то счет получателя. Ввести сумму перевода, в нашем случае это, допустим, 5000 тенге, и подтвердить операцию пин-кодом либо биометрией. И после этого у нас должен быть ожидаемый результат. Мы ожидаем, что после того, как мы выполним следующие шаги, вернее предыдущие шаги, у нас появится уведомление об успешном переводе, балансы счетов будут обновлены, то есть с одного счета деньги перекинутся на другой счет, и операция будет отображена в истории транзакций. И также тест-кейсу можно выставить какой-либо приоритет, высокий, низкий, средний. Это приоритет по важности функционала. Следующие артефакты – это чек-листы. Они используются для отметки протестированной функциональности. Они помогают удостовериться, что все аспекты программного обеспечения были проверены. Здесь я привел пример чек-листа тестирования регистрации нового пользователя. Соответственно, мы видим, что у нас есть 6 пунктов чек-листа. Первый чек-лист, вернее первый элемент чек-листа – это ввод корректного email и пароля. Соответственно, пишем какое-то минимальное условие, что пользователь может зарегистрироваться с действительным email и паролем. И должен быть пароль 8 плюс символов. Следующий этап чек-листа – это ввод некорректного имейла и так далее. Таким образом, мы можем быстро-быстро проверить основной функционал, который нам необходим. Как видим, чек-лист у нас не включает в себя тест-кейсы. Это, можно сказать, просто как укороченный тест-кейс, который, соответственно, показывает основную суть нашего функционала, который необходимо проверить в рамках этого чек-листа. Следующий артефакт тестирования – это отчет о тестировании. Отчет о тестировании, соответственно, включает информацию о результатах тестирования, то есть количество найденных дефектов, время прогона и, соответственно, окружение, в котором проводилось это тестирование. Это может быть тестовая среда, продовая среда или абсолютно любая другая среда. Отчет о тестировании выглядит следующим образом. Мы видим, что здесь у нас предоставлен отчет о модуле регистрации пользователей. То есть мы тестировали функционал модуля регистрации пользователей. Есть название проекта, дата, соответственно, тестирования, когда это тестирование было произведено, тестировщик, его фамилия, имя, модуль, окружение, то есть где мы конкретно повторяли, конкретно в нашем случае это было на двух девайсах Android и iOS, и устройства, соответственно, были Samsung Galaxy S21 и iPhone 12, и версия нашего приложения, которое мы установили на эти девайсы. Сколько тестов мы провели, конкретно здесь 10, сколько прошло успешно, сколько неуспешно, то есть мы видим, что 8 прошло успешно тест-кейсов, 2 теста у нас упали, соответственно, 2 теста неудачные. И у нас есть какое-то описание найденных дефектов, то есть это ID дефекта, описание, статус, приоритет и так далее. Здесь у нас указано все в рамках шаблона
То есть здесь это шаблон, это нереальные данные, поэтому можно на них сильно не ориентироваться, и все примеры тестовых артефактов есть в интернете. Соответственно, в нашем отчете есть дополнительные рекомендации, которые внес сам тестировщик. То есть это исправить дефекты и, соответственно, повторно произвести регрессионное тестирование после исправления. Вот. И иногда кто-то добавляет заключение, то есть заключение именно тестировщика, что модуль у нас работает корректно, есть несколько дефектов, которые влияет на пользовательский опыт, и, соответственно, нам нужно исправить эти ошибки перед выходом новой версии. Бывают иногда ошибки не критичные, которые нам не обязательно исправлять, так как они не ломают функционал, и без них можно работать. Или бывает иногда, что они уже были у нас раньше, и, соответственно, мы ничего не потеряем от того, что выйдем в продакшн, выпустим наше приложение вместе с этими ошибками. Следующий артефакт тестирования – это баг-репорт. Баг-репорт – это документ, который описывает ошибки или неправильное поведение программного обеспечения. Баг-репорт содержит в себе информацию о том, как воспроизвести ошибку, возможно, какие-то скриншоты, логи, видео и все остальное, что может максимально помочь разработчику в воспроизведении этой проблемы и исправлении. Многие иногда спрашивают на собеседованиях, чем отличается тест-кейс от баг-репорта. Суть в том, что тест-кейс это то же самое абсолютно, что и баг-репорт, только в тест-кейсе у нас есть ожидаемое поведение, а в баг-репорте есть ожидаемое поведение и фактический результат. Если у нас есть, допустим, тот же самый модуль авторизации, который мы тестируем авторизацию, вводим правильный логин и пароль, нажимаем на кнопку «Войти», у нас, соответственно, ожидаемое поведение, что нас пустило в систему. А если нас систему не пустила и был какой-то редирект, то есть перенаправление на абсолютно любую рандомную ссылку, то есть, допустим, на нашем сайте мы нажали на авторизацию и перешли на Google, на главную страницу Google, то это ошибка. Соответственно, ожидаемый результат наш будет авторизация, фактический результат мы перешли на другую страницу. В этом отличие баг-репорта от тест-кейса, что у баг-репорта всегда есть ожидаемый результат, у баг-репорта всегда есть фактический результат. Пример баг-репорта можно увидеть на экране. Опять же, вернемся к обновлению баланса после перевода средств между счетами. То же самое, у нас есть идентификатор баг-репорта, то есть это BR001, описание, соответственно, короткое описание, которое зачастую должно отвечать на вопросы, что произошло, где произошло и когда произошло, или при каких условиях произошло. Вот, то есть после перевода средств между своими счетами баланс получателя обновляется с задержкой. Соответственно, какие у нас шаги для воспроизведения? Авторизоваться, открыть переводы, нажать на «Перевести между своими счетами», указать счет отправителя и счет получателя. В нашем случае это счет карты отправителя и счет, допустим, того же самого депозита получателя. Ввести сумму перевода 5000 тенге и подтвердить операцию пин-кодом или биометрией. Проверить после этого баланс после перевода. Ожидаем, что балансы обоих счетов обновляются мгновенно после подтверждения перевода. А по факту мы видим, что баланс у нас обновился с задержкой на 5-10 минут. Видим, что это да, ошибка. Она ошибка, но в любом случае у нас функционал отрабатывает, поэтому у нее приоритет не высокий, у нее приоритет средний. Вот. И видим, что также дополнительно мы приложили к нашему баг-репорту окружение, то есть где мы это тестировали. Мы тестировали это на Android 12 версии, версия приложения 3.5.1 и устройство, на котором мы тестировали, это Samsung Galaxy S21. Помимо вышеперечисленных артефактов тестирования, есть еще и другие, то есть это матрица покрытия, чит-лист, тест-сьют и так далее. Но они редкие, поэтому их можно в целом изучить просто для себя, так как иногда на собеседованиях по ним задают вопросы. А теперь перейдем к роли артефактов в процессе разработки. Зачем вообще нужны артефакты и какую роль они играют? Артефакты тестирования играют ключевую роль в организации процесса разработки программного обеспечения. Они, соответственно, помогают команде разработчиков, тестировщиков работать более эффективно и систематически. То есть тест-кейсы, что они делают? Они предоставляют инструкции по проведению различных тестов, чтобы все абсолютно люди, которые хотели провести тест, они мыслили одинаково и делали этот тест одинаково. Соответственно, это, можно сказать, та же самая документация приложения. Тестовые планы помогают определить цели и охват тестирования. То есть зачем мы тестируем? Мы сейчас проводим тестирование полное или только критичного функционала? Или может нам необходимо сделать только нагрузочное тестирование, соответственно, чтобы проверить нагрузку и так далее. Идем дальше. Далее это дефектные отчеты или отчеты о тестировании.
Отчет о тестировании фиксирует найденные проблемы для их исправления разработчиками. Таким образом, мы делаем что? Мы просто берем, заводим какой-либо баг, либо отчет о тестировании и говорим, что есть такие-то проблемы, такие-то рекомендации, и критичность у них такая. На основе этого разработчики понимают, что в нашем приложении, в нашем продукте есть ошибка, которую надо фиксить, либо не надо фиксить, либо можно пофиксить, но попозже. Ну и еще как пример можно использовать матрицы покрытия. Они, соответственно, обеспечивают уверенность в том, что все важные компоненты были проверены. Матрицы покрытия бывают и у автотестов, и у, соответственно, обычного функционала. То есть мы понимаем, что мы покрыли тестами тот или иной функционал довольно-таки неплохо. Отсюда может в целом возникнуть вопрос, кто создает вот эти самые тестовые артефакты. Этим занимается конкретно тестировщик или, может быть, какие-то другие выделенные люди. На самом деле, в адекватной нормальной команде процессом тестирования занимается не только тестировщик, а дополнительно еще и разработчики, потому что это общий продукт, и у всех должно быть продуктовое мышление. Как сделать самый классный, самый качественный, самый лучший продукт, который завоюет наш рынок. Вот, создание артефактов, соответственно, это коллективная работа разработчиков и тестировщиков. Разработчики создают технические аспекты каких-либо артефактов, а тестировщики разрабатывают эскизы, планы и документируют дефекты, чтобы потом в дальнейшем эти дефекты были исправлены. В заключение могу сказать, что артефакты тестирования – это наши надежные помощники в стремлении создать качественный продукт или качественное программное обеспечение. Без них мы бы рисковали выпустить продукт с ошибками, очень сырой продукт, который вообще не работает и ловит волну хейта от пользователей. Так что теперь, думаю, у тебя есть четкое понимание и, соответственно, представление о значении этих документов в процессе разработки.